Смотри, come on, your sugar we go. Давай, Артур. You also. Да, мне. Возьми чуть-чуть, чисто символически. Объясни, Артур, нашим зрителям, зачем мы сейчас едим сахар. Чтобы у нас была удачливая поездка. В Индии такая есть примета. Ну да, чтобы все прошло хорошо. Артур прощается с Джимми. У нас сейчас 3 собаки. 3 собаки, которых мы подкармливаем. И примерно 3 кошки. Клиенты, слава богу, забронировали у нас номера. Все 4 номера на 5-6 дней. А мы, как вы поняли, уезжаем. Я думаю, что вы в шоке, да? Не ожидали? Скажу вам честно, я тоже не ожидала и не планировала эту поездку. Вы знаете, что я обычно, когда мы куда-то уезжаем, заранее, там даже, наверное, за несколько видео, может даже за месяц начинаю вам об этом рассказывать, как, знаете, как подогревать, чтобы больше зрителей смотрело серии о том, как мы путешествуем. Ну, как бы это не совсем путешествие, куда мы отправляемся. В общем, сейчас я вам по дороге расскажу, куда и зачем мы едем. Пока, мой хороший. До свидания, Бобик. До свидания, Снежинка. Снежинка пришла нас провожать. Пока, Джимочка. Вот наш сосед Амкарбай, и мы ему оставили корм, чтобы он кошечек подкармливал. Да, но он и так бы подкармливал, он всегда это делал. Еще до того, как мы вообще сюда переехали, Амкарбай, и там еще тоже сосед, мужчина, который тоже подкармливает и собак, и кошек. Так что, ну, это я зрителям отвечаю, которые, может, переживают за животных. Мы, конечно, тоже переживаем, потому что кроме еды мы им отдаем еще свою любовь и теплоту. Да, Артур? Они могут нас забыть. Хотя что я говорю? Как они могут забыть нас? Вот это самое, 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 самое. Я на камеру очень редко глажу Джимми, потому что обычно это делаю, когда вот планирую, ну, как бы я же, когда снимаю видео, руки мыть не планирую, но вот сейчас не удержалась, Она прям чувствует. потратила свою руку и пойду сейчас помою, хотя пора уже кричит, давай бегом, бегом. Она прям чувствует. Артур, ты тоже, если погладил Джимми, помой ручку обязательно. А ну, включи мне краник, я помою. Прям чувствует она, что мы уезжаем. Ну, конечно, чувствую, они всегда чувствуют. У меня... И коты тоже. Да, один из наших постояльцев парам объясняет, что как. Ну, у нас это тоже объясняю. Хай нашим зрителям. Объясняю, что у нас еще есть помощник Самир, и он позаботится о наших постояльцах. Джимми, все никак не распрощаемся. А видно даже, да, видно, что у нее грустная мордочка. О, карета подана. Господа. Hi. Hi, hello. Hello, how are you? Fine, madam. आते का तुम भी? А? चलो ना घूम के आते मुंबई Take. में। लोनावाला जू Видишь, у बीच। меня на коленках. Посмотрите, Джимми, Джимочка. Пока. ए चल येड़ा Что चल смешного? क्या बोला? टेस्टिंग के लिए जा रहा है अभी रिक्शा। हाँ क्या? किसी को बिठाया नहीं। हाँ क्या Собака наша. Так грустно. Я поздоровалась с водителем рикши, кто не узнал, это Амкарбай, сын владельца предыдущего отеля, отеля Мадумалти, в котором мы жили, который мы арендовали в течение долгих лет. Вот это его сын. И он сейчас таким образом подрабатывает. Это их собственная рикша. Раньше у них была хенд-рикша. И вот у нас издали такой закон, и, ну, заплатив определенную сумму денег, они поменяли хенд-рикшу на вот такую вот электрорикшу. Сейчас он таким образом зарабатывает, возит туристов. Ну и не только туристов. Вот видите, сейчас такие правила, что только те, кто владел хенд-рикшей,
ручной рикшей могут ее поменять на вот такую вот рикшу. А вот просто вот взять, купить здесь и использовать, такой возможности нет. Потому что их определенное количество и нельзя превышать. То есть определенный как лимит. Все, thank you. Bye. Говорит, в этом году, не в этом году, получается, в 2025 году женится. Уже тоже жениху. Сколько ему лет, Парам? How old Карбай? Карбай 30. Да? Only 30? I think more. 32. Говорит, 32 года. Ну, хорошо. И вот в этом году, в следующем, получается, году его женят. А я спрашиваю, так а что, уже невеста есть? Говорит, не, невесты нет, просто так решили, значит, по-любому найдем. Потому что жених завидный. Ну, хотя вот, допустим, Бавин тоже, я считаю, завидный жених. Но почему-то они уверены в том, что они легко найдут невесту. Может, уже есть действительно какие-то претендентки. Так что будем гулять на свадьбе скоро. Сейчас пересели в такси. Примерно час у нас будет вести до автобусной станции, но не совсем станции, я уже вам показывала. Будем на трассе ловить автобус. И вот мы едем, спускаемся вниз. Уже начинает немножечко Артура укачивать, да? Подташнивать начинает. А, да, Артур сделал заключение. Хоть Теслу мне дайте. Я не буду на ней кататься. Представляете, я уже собралась ему Теслу покупать, а он говорит, не буду на ней кататься, только байк. Артур, это потому, что перерыв у нас был. Вообще вот я заметила, что когда ты регулярно ездишь на автомобиле, на второй, на третий день уже не перестает укачивать, уже нормально, можно привыкнуть к этому. Понял, Артур? Ну, я же говорю, это просто перерыв у тебя был, поэтому сейчас такое, тем более спускаемся по серпантину. Так что расслабься, может быть, ты еще свое заключение отменишь и все-таки будешь на Тесле рассекать. Go. Give me. Thank you so much. Oh, देखो Karnataka, we're going in this way, this only. Давай. Ну да, это намного круче, чем слипер-бас. Как вам, друзья, такой вариант? Артур, поедем в Карнатаку? Сразу скажу да. А мы еще можем подумать. Артур говорит, что зрители точно согласятся, чтобы мы поехали на таком вот автомобиле. В общем, друзья, раскрываю карты, рассказываю. Да, мы опять едем в Карнатаку, в отчий дом Парама. Зачем и почему, расскажу вам, когда будет немножечко потише. Ой, слушайте, с моим мужем точно не соскучишься, да, Артур? С нашим папой не соскучишься. Вечно какие-то приключения. Ну что, вообще, в принципе, тебе понравилось? Ты бы готов был проехаться на таком траке? 200 километров. Ладно, все нормально. Буквально через часик приедет автобус слипер, и мы поедем дальше на нем. Просто таксист не мог ехать дальше. Там такая территория, что либо нам надо было пешком идти километр, либо вот как Парам нашел, договорился с водителем этого трака, и они нас подвезли. Артур, убавь, пожалуйста, звук. Вот Парам у меня такой находчивый. Придумал такой вот вариант. Сейчас мы хотим перекусить немножечко пани-пури. Мы даже вообще на самом деле и не собирались перекушивать. Просто, как оказалось, наш автобус задерживается, и нужно как-то скоротать время, где-то присесть. Ну, естественно, да, мы же не можем просто так сидеть. И что-то заказали. Заказали вот пани-пури.
Всем доброе утро, но у нас уже следующий день и утро, и мы добрались до Карнатаки. Вот наш автобус, я уже вечером не снимала, потому что было темно. Сейчас у нас остановочка на завтрак. Я умылась, заспанная. Лучше отверну от себя камеру. Так, что тут у нас? Артур уже занял столик. Что это, сынок, папа лоси принес? Ну, давай завтракать. Налетай. Не забудьте мой телефон. Артур, ты понял? Не забудь мой телефон. Все, я быстрее их покушала. Сейчас выйду и вам расскажу. Выйду, потому что не хочу при Артуре и при Параме ругаться. Сейчас буду ругаться. Расскажу вам, почему мы вдруг так резко решили поехать в Карнатаку. Мужчина-водитель хочет, чтобы я его запечатлила на видео, для видео. Ну, действительно, очень красивая, ну, в смысле, красивая очень форма, как пилот выглядит. Так, как мне отойти, так, чтобы солнце на меня не светило. Значит, друзья, сейчас в Индии Питру-Пакша. Это как у нас поминальные дни. Здесь это переводится как полмесяца, посвященные предкам. И нужно в эти дни совершать обязательно определенные ритуалы. И вот в прошлом году мы ездили к Параму в отчий дом. Там они совершали пуджу. Приходит очень много людей. Не совсем как у нас поминальные дни. Здесь это более как глобально. Очень много родственников приезжает, их нужно угощать. Ну, и, в общем, в прошлом году мы были, в позапрошлом году мы не ездили, ну, были на то причины. Ну, в принципе, желательно, да, чтобы в этот день, ну, который выберут родственники, это в течение полумесяца можно выбрать любой день. Значит, желательно, чтобы все родственники собрались, особенно это возлагается на плечи сыновьям. Но, в принципе, если есть причины, то можно не явиться. Их всего 3 брата. И вот, значит, мы решили, что в этом году Парам не поедет, так как мы недавно были, ну, как бы ничего страшного. Но вот позвонил средний брат, позвонил, причем не Параму, а позвонил отцу. Они не общаются, Парам со средним братом, который живет в Бангалоре, не общается. Вот, кстати, покажу вот этот вот очень красивый наш водитель. Уже зовет. Ну ладно, сейчас давайте заходите, я потихоньку. Так вот, он позвонил отцу и говорит, я не приеду. Он в Бангалоре живет, для него это 2 часа максимум на машине. Дома сел и тут приехал, то есть без никаких пересадок, комфортно. Он не приезжает, не приезжает на эту пуджу, сказал, у него какая-то другая пуджа. И говорит, мол, ну это он передал, получается, их общему отцу. Говорит, пусть Парам приезжает, пусть Парам обязательно приезжает, потому что это некрасиво, если 2 сына из 3 не явятся. Сейчас, окей, ладно, сейчас расскажу. Ты наелся хоть, сынок? Не очень. Не очень наелся? Ну, что-то еще по дороге купим. Ну, красота, конечно, вы только посмотрите. Солнышко светит, цветочки, зелено, чистенько. Вы знаете, что я очень люблю штат Карнатака. Частичка моего сердца находится здесь. Но никак. Я не планировала эту поездку. У меня много других планов, которые разрушены из-за этой поездки. Из-за твоего брата, Парам. Ладно, я об этом потом еще расскажу. Когда мы выйдем. Артур, у тебя нет случайно такого ощущения дежавю? Ты знаешь, что такое дежавю? Да. Что такое дежавю? Опять. Как будто бы, да, это уже когда-то было. И совсем недавно. Меня сейчас преследует это чувство. Все, приехали. Thank you very much. Very nice uniform. You look like pilot. uniform. Thank you. Okay. Bye. Спасибо. Bye. Парам, как обычно, подружился с водителем. Все утро просидел с ним рядышком. Артур, уже как с родным прощаемся. Но плакать не будем.
Я сказала, что мы приехали, но на самом деле мы еще далеко не приехали. И в этот раз Диваркар нас не встречает, личный водитель. Вот, а будем дальше путь держать. Сначала на рикше, она нас доведет до автостанции, потом уже на местном государственном автобусе будем ехать дальше. Это то еще испытание. Ну, скоро вы увидите. У нас в этот раз по-скромному бюджет экономим. Ну вот мы и на автостанции. Сейчас ищем свой автобус. Видите, здесь прошелся дождик, мокрый асфальт. Еще хотела сказать, что у нас в этот раз now not heavy bags, да? В этот раз у нас не тяжелые сумки, не тяжелые рюкзаки, потому что в этот раз мы уже приехали без подарков. Придется немножечко подождать, пока приедет наш автобус, но я как раз сейчас вам расскажу по поводу брата Парама. Я не хочу рядом говорить, потому что Парам все равно некоторые слова понимает, то, что я говорю, ну, мне не хочется, чтобы он слышал. Значит, я уточнила у Парама, почему же его не будет сегодня. Так вот, он не так давно провел обряд религиозный у себя дома, и он обязан в течение месяца держать пост, не есть мясную пищу. Но вот сегодня, на сегодняшних поминках, основное блюдо – это козлятина. Ну и якобы по этой причине он не сможет приехать. Ну, я говорю, боже, ну так а что нельзя? Ну, пусть приедет, там пусть не ест ничего, пусть возьмет с собой что-то не вегетарианское перекусить. Ну, я считаю, что это он все специально так подстроил. Это вот такая семья, он и его жена, как скандалисты. Со всеми перессорились и не хотят встречаться. Знаете, как в детстве у нас говорили, что, мол, ой, я не буду, а что ты со мной не поздоровался? Ты что, машину купил? Я не знаю, сейчас так говорят или нет, но вот брат у Парама так, ну, вообще вся его семья, после того, как они разбогатели, ну, действительно, они дом построили, 4-этажная машина у них, сын учится на доктора здесь, в Индии, это очень дорого. Ну и вот после этого, как они так достаточно хорошо разбогатели, они как бы решили отделиться от всех родственников, от простых, и не общаются. В общем, у них свой сформировался круг общения. Вот такие вот встречи они избегают. На свадьбы особо не приезжают. Ну да, вот в прошлом году Сагар, их не было. Ну и на подобные мероприятия они тоже чаще всего не приезжают. Особенно жена. Жена, кстати, это жена, на которой Парам мог жениться. Но не сложилось. Так что у Парама могла бы быть жена-скандалистка. Да, Парам? Он не знает, о чем я говорю, улыбается. No, nothing. All okay. Парам говорит, здесь в Карнатаке для женщин билет бесплатный. Женщины бесплатно могут пользоваться общественным транспортом. Поэтому все куда-то ездят. Ну, кроме меня, да, я нет. Артур, пожалуйста, давай, ныряй и занимай места. Вот видите, как много женщин, очень много женщин. Почему бы не проехаться? Здесь шутят, что если, вот, допустим, в этом районе идет дождь, женщины могут взять постиранное белье и поехать к подружке в другой район, чтобы там высушить, там, где нет дождя. Ну все, вот здесь уже располагаемся возле водителя. Боже, какая красота, согласитесь, да? Вот у меня сейчас смотрю на эту природу, и сразу куда-то усталость вся уходит, и сразу настроение поднимается, и я понимаю, что не зря все-таки мы сюда приехали, что очень даже хорошо, что мы здесь. Хотя до этого я бурчала на Парама. Ты решил, что зрителям будет интересно посмотреть местную уборную? Ну давай я покажу. Действительно, какой-то необычный туалет здесь на остановке. Мы сейчас вышли, будем менять автобусы. Знаете, как-то здесь как прям по-домашнему, как-то так уютненько. Значит, вот здесь женский отдел, здесь мужской. Можно понять по рисункам. Мы вот заходим.
Здесь прям такое огромное помещение, какая-то как ванна даже стоит, ну и несколько отделов, куда можно зайти, исправить свою нужду. Ладно, в мужской я, конечно, заходить не буду. И вот женщина сидит. Ай, эгидия, отамарда, энсамачара. Оплату собирает. Сколько стоит парам? कितना ಎಷ್ಟು 5 rupees 5 рупий. Thank you. Шукрия. not this bus Ну что, как будто бы мы и не уезжали. И снова здрасте, да? А Артур с дядей поехал за водой. Я как-то переживаю за ребенка, а Парам говорит, ничего страшного, пусть едет, он мужик. Не переживай, все будет хорошо. У меня действительно сейчас такое ощущение, как будто бы мы отсюда и не уезжали, как будто бы не было вот этих вот, сколько там, 25 дней, по-моему, которые мы провели у себя дома в Махараште, в Матеране. Напоминаю, сегодня будет поминальный вечер, придет очень много людей, примерно 100 человек, Парам говорит, их нужно будет угощать, и вот, соответственно, мне сейчас тоже надо будет включиться в работу, помогать, готовить, там что-то убирать. Вот, ну и по возможности, конечно, буду снимать, показывать вам как бы быт, это самое интересное. Помощник. Так, ну я в принципе вам объяснила, почему у Парама возникла такая срочная необходимость сюда приехать. Ну вы скажете, а в принципе Парам мог бы и сам сюда приехать, а вы с Артуром могли бы остаться дома. Вот допустим в прошлом году брат Парама, получается, он приехал один, без жены и без детей. Ну и все к этому нормально отнеслись. Ну и я, не только вы задались этим вопросом, я Парама просила остаться. Ну, действительно, мне как бы физически очень тяжело. Я еще не успела восстановиться после предыдущего отдыха. А тут опять такая вот сложная поездка. Ну, финансово тоже это затратно. Вы скажете, Наташа, ты какая-то жадная. Не знаю, жадная, не жадная, но действительно я считаю, что это как бы нерационально. Одно дело один человек поедет, другое дело 3. Намного это дороже, и ну, мы не миллионеры, скажем так. Вот, ну и плюс еще у Артура тоже как занятия в школе, там у него сейчас как раз выходные, но все равно, допустим, вчера у него, какой, расписываю Артуркин, рабочий день, с утра он в тренажерный зал пошел, потом у него была тьюшен, это по школьной программе дополнительные, потом у него была гитара, вокал у него тоже некоторые дни, ну, в общем, вот это вот все пропускать как бы не хотелось, но... Парам мне наотрез отказал, говорит, нет, Наташа, вы поедете вместе со мной. Почему он так сказал, сейчас мы спросим у Парама. Ну, я, конечно, знаю, почему он так сказал. Просто я хочу, чтобы Парам ответил, чтобы вы не писали, что я что-то придумываю. Парам, you explain, if you making video, explain who is this? This Kalavati brother's wife. Это получается родственники по стороне жены Парама брата старшего. Калавати родственники. Парам ругает Павана. Паван только что так начудил. Артур, расскажи, как это было? Он батарейки в рот засунул. Вот, Артур увидел, как Паван засовывает в рот батарейки. Ну, естественно, Артур сделал ему замечание, но, естественно, Паван его не послушался. Ну, и Артур молодец, он по-умному поступил, сразу же побежал и пожаловался, об этом рассказал взрослым. Ну, и, соответственно, взрослые сделали так, чтобы у него уже как установился рефлекс. Дед, я думал, будет поддерживать. Дед тоже? Нет, а кто? Никто не будет. Нет, Артур, нет, надо за это ругать. Особенно вот в таком вот возрасте нужно даже, это ничего страшного, если он немножечко
получил по попе, зато он в следующий раз так не поступит. У него уже это действительно в памяти останется. Да, Паван? Ты больше так никогда не делай, понял? ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು? Окей, Парам, расскажи нашим зрителям, почему мы все вместе приехали. Why you take us, me and Artur? How you Почему live ты there сам? 3-4 nights? Not possible. Their drugs addict has many problems. This very big problem. You want to? Ну, Парам не хочет говорить об этом на английском, потому что, могут люди понять. В общем, из-за того, что он волновался за нас, говорит, где-то 3 ночи вам бы пришлось провести без меня, это небезопасно, говорит, у нас, получается, сзади нас, ниже живут люди такие, которые выпивают и что-то еще, возможно, употребляют, и, возможно, что, услышав о том, что мы остались одни с Артуром, они могут этим воспользоваться и проникнуть. В общем, друзья, и еще Парам один аргумент назвал, говорит, что действительно, у нас уже такая репутация здесь у меня хорошая, что вот я к семье, ко всем очень хорошо отношусь. И папа уже меня как зауважал, и говорит, мама тоже была бы очень рада при жизни, но индуисты верят, что вот сейчас ее душа рядом, и ей приятно то, что мы приехали, что Артур приехал. Я немножечко подробнее позже вам расскажу вообще, в принципе, о том, что здесь сегодня будет происходить вечером, для чего это и почему. Итак, мои дорогие зрители, родственники нас отпустили, мы наконец-то искупались, переоделись с дороги, и я сказала им, что мне срочно нужен интернет, нужен Wi-Fi, а на самом деле мы приехали в город, чтобы покушать. Ищем ресторан, где можно поесть. Сейчас специалисты занимаются приготовлением основных угощений. Это раги муде и тушеный козленок. Я так понимаю, что это будет готовиться очень долго. И самое главное, не факт, что мы с Артуром сможем это съесть. Конечно, я там символически, как помяну, чуть-чуть съем. Но так, чтобы именно наесться, мы очень сильно голодные, то нет. Поэтому сейчас будем ужинать в кафе, обедать и ужинать одновременно. Парам перекусил, кстати, раги муде, вы знаете, я уже много раз вам рассказывала и показывала, что это блюдо не для меня, не для моего желудка. Кстати, насчет Ишванта, моего кормильца, его сейчас дома нет. Давайте подержим кулачки за него. Он сейчас как раз в этот момент сдает экзамен, очень важный, про который я вам рассказывала. Если он удачно сдаст его, тогда он получит очень хорошую должность государственную, будет получать большую зарплату, у него будет пенсия в будущем и очень-очень много других козырей. Все, мои дорогие зрители, давайте прощаться. В следующей серии обязательно вам покажу и расскажу сам этот ритуал поминальный, покажу гостей, 100 человек, которые должны прийти. В общем, у нас будет, я так поняла, веселый вечер, переходящий в очень веселую ночку. И поспать мне вряд ли удастся. Буду снимать по возможности для вас. Все, люблю, целую. Сейчас за обедом, ужином расслаблюсь, немножечко отдохну. Пока. Подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет еще много всего интересного.